Я что-то живое как-то не очень. Неотъемлемая часть нашей жизни. Но эту фразу я запомнил на всю жизнь. Ну, влог по юнгу. Друзья, привет. Меня зовут Олег из Санкт-Петербурга. Влог. Зов воды. И тема сегодняшнего влога – влог и не влог. Не так это называется. Зов и не зов. Если вы готовы, вперед. Друзья, сегодня в Питере дождь, поэтому зонтик с собой обязательно нести. Ну и первый зов у нас проходит Африканский форум. И я могу рассказать мою историю, как я впервые познакомился с жителями Африки. Кому, кстати, интересны шорты, всякие короткие видео, технические видео, путешествия, это на втором канале, который так и называется Фавионыч. А история была такова. Это был 88 год. Я поступал в гидрометеорологический институт. Это было зимой, ну это 88 годы. Вы представляете, да, как люди одевались. Стоит молодой человек, совершенно невероятный. Он стоит в белом практически пальто. В то время это была такая роскошь, такая, ну вообще, и он весь черный. То есть он афроамериканец, как сейчас принято говорить, но тогда все по-другому называлось. И он танцует, пляшет от мороза. Я подхожу к нему, но мне просто интересно было, поскольку я люблю какие-то замечательные особенные вещи. Подхожу к нему и спрашиваю. На русском языке тогда, друзья, английский у меня школьный был. И он отвечает мне на русском, я, говорит, замерз. Типа замерз. Ну и мы разговорились. Оказалось, что он тоже поступил в наш институт, в гидромет. Я не помню, на какой факультет, я тогда на гидрологию. Зов воды. А он оказался с Камеруна. Какой-то родственник одного из руководителей Камеруна. После этого мы с ним не виделись, поскольку я 1 год отучился. Почему я сегодня об этом говорю, друзья? Потому что на пути встречаются люди, которые нам дают советы, или так называемые учителя. И вот это одним из таких учителей, я не помню даже имя его, был этот человек из Камеруна. Я его спросил, а сколько ты здесь находишься на русском? Он такой, 2 месяца. Я говорю, слушай, ты говоришь почти без акцентов. А он реально говорил почти без акцентов. То есть он строил фразы правильно. Ну, для меня это был такой шок, что я у него спросил, открой мне свой секрет. Открой мне секрет. Никакого секрета здесь нет. Тебе, чтобы выучить любой язык, который ты не знаешь, нужно просто пожить там 2 месяца. Те месяцы, которые он здесь жил. Но эту фразу я запомнил на всю жизнь, друзья. А начнем мы с сегодняшнее наше с вами путешествие. Я пойду в большой гипопотам, хотел сказать, гипермаркет. А куплю себе на завтрак что-нибудь такого простого. Вчера у меня было сложное блюдо баклажаны по-сычуански. Я не записывал, как его готовить, но, друзья, поскольку канал молодой, если вам действительно интересно, моя версия этого блюда, как я это готовлю, напишите в комментариях. Мы срубасили с супругой это все. Очень вкусно, друзья. Баклажаны — это вообще респект. Мы находимся с вами около интересного семейного ресторана, который называется «На речке». Я его очень долго лет знаю. И у меня есть съемки, фотографии, где вот эти ели голубые, они малюсенького размера, сантиметров 30-50. Друзья, посмотрите, как они выросли, да? И сегодня замечательная погода для фотографии. Просто потрясающая. Посмотрите, какая красотища. В нашем районе голубые ели. Сколько воды они потребляют, представляете, да? Но в этом году засушливое лето, поэтому приходится, конечно, их поливать постоянно. Но самое интересное, друзья, что я начинал свои влоги, когда эти елки еще были значительно меньше. Сейчас они просто выше меня там в 2 раза, наверное. Совершенно невероятно. Ну и здесь все затопило, видите, сейчас здесь роют. Роют почему? Потому что здесь будет дорога новая, широкополосная. Построили здесь комплекс для инвалидов. И здесь будет бассейн большой. Сюда будут приезжать люди с ограниченными возможностями и будут... А вдалеке, видите, вот этот огромный собор, про который я рассказывал на своем канале. Он сделан по принципу Исаакиевского собора, огромных размеров. Но пока здесь все роют, попробуем обойти все это и двинемся навстречу нашей мечте. Зов воды сегодня с дождиком. Здесь, кстати, много магазинов всяких разных. Сумки, обувь. Ну и как обычно. Посмотрим, что появилось. Зов это воды или не зов. Прикиньте. Ну, даже не знал, что здесь такие штуки есть. Друзья, даже не знал, что здесь устрицы продают. Обалдеть. Касабланка, чем они отличаются? Давно они появились, да? Ну, вот этот. Я что-то его не видел здесь никогда. А чем они отличаются-то, большие, маленькие? Ну, разные виды. Просто разные виды из разных регионов, наверное, да? Хотя сколько путешествовал, ни разу устриц не покупал нигде. Мидии я готовлю постоянно. Единственное, что я стараюсь такие большие брать, которые новозеландские. Я тоже
Я что-то живое как-то не очень люблю. В чем, кстати, прелесть похода в пятницу с утра. Вообще никого нет. Пустые ряды. Сегодня все в каком-то красном цвете. Синхронистичность Юнга. Ну, влог по Юнгу, как вы понимаете. Колы нету. Мимо рядов. Посмотрите, какое количество здесь кол. Гигантское количество. И все эти напитки, они местные, как говорится. Но, друзья, вы знаете, я знаю место, где настоящую колу продают. Причем их продают совсем рядом. Зов воды сегодня. Продолжаем влог. Так, а сейчас мы с вами, друзья, сдадим куртку, потому что уже похолодало. И я пойду сдам куртку в химчистку. Куртка хитрая, друзья, со всякими штуками хитрыми. Говорят, сегодня весь день будет такое. Здесь, кстати, с этого места я снимал арт дождливый на длинной выдержке вечером. Кому интересно, зайдите на мой канал Фавионыч, посмотрите, что из этого вышло. Никаких фотоаппаратов, все на iPhone снималось. Оп, видите, какой сильный ветер, но я не беспокоюсь, потому что Книрпс, зонтик, с которым я хожу, он выдерживает почти 200 километров в час. Выдержка, хотел сказать. Да не выдержка, а скорость ветра. Я этих зонтов очень много уже покупал. Первый зонт, кстати, супруге покупал больше 20 лет назад. До сих пор он работает. Единственное, что там выцвело все. Механизм работает, вообще никаких проблем. Ткань только выцвела. Очень яркий, красивый зонт. О, сегодня даже вороны сегодня все намокли. Сегодня нету для тебя ничего. Абсолютно. А, кстати, чем интересна эта программа, друзья? В ней можно зумировать. А я догоню. А если еще стабилизатор включен? Стабилизатор у меня, кстати, включен. Поэтому, ну, по идее, можно, в принципе, в таком варианте попробовать даже какой-то удаленный стрит снимать. Вырезать потом из видео кадры. Поэтому, кто занимается стритом, кто интересуется стрит-фотографией, дождь самое лучшее время для таких кадров, потому что люди одеваются необычно, выглядят необычно. И вообще много всяких интересных моментов вы можете увидеть, которые раньше никогда не видели в таком варианте. Поэтому даже макро работает с ветерком. Что там? Фавионы? Беру фавионы фиолетовые. А, я думал, фавионы берем. Фавион надо брать в такую погоду обязательно. Кто не знает, что фавион, смотрите мой канал про фавион от Фавионыча. Здесь какие-то белые. Таких даже не знаю, как они называются. Кстати, все время меня супруга спрашивает, что это за растения. Они очень красиво цветут. Как раз они там находятся, где не подойти. Так что, если вы напишите, что это за растения, вот такие белые. О, я нашел место, где можно ближе подойти, включить зум, то я вам смогу поближе их показать. И покажу вам поближе. Во, вот такое. Вы знаете, нет? Выглядит весьма необычно. Здесь вообще цветник отличный. Будем чистить водой. На ютубе это непростительно. Что сегодня аквачистка. Время воды не просто так. Сами состоим из воды, и когда-то умрем мы тоже сегодня в воду, поэтому канал про это же. Здесь даже, видите, все сошлось, все звезды сошлись. Да, это, конечно, символично. Но что меня привлекло, друзья, в первую очередь, не вывеска с одеждой, не моя куртка, не даже специальная 30% скидка на первую химчистку, друзья. А привлекли меня вот эти очень красивые штуковины. Написано Aqua Septivit. Septivit. Это латынь, что ли? Нет, это название бренда. А, ясно. В общем, первая мысль была, что я сейчас буду цветные какие-то напитки пить за 190 рублей. Нет, на самом деле это казалось намного интереснее. Каждый из вас, друзья, наверняка делает уборку, ну и кого-то нанимает. Но, в общем, вы наверняка перепробовали уже десятки всяких средств. У меня вот недавно тоже была история с духовкой. Я вам рассказывал, как я отмывал. Потом с этой панелью стеклокерамической мне пришлось ее разобрать как раз из-за того, что жир туда попал в блоке управления сенсором. Но это, в принципе, вам, наверное, не интересно. Я в интерес хожу следующим. Это разливные средства, друзья. Я не знаю, может быть, кто-то из вас сталкивался с разливными средствами для мыла без запаха. Написано эко-антижир. Для пола. Хотел прочитать для поля. Для поля. Где для посуды. Что там, сантехника. А сантехника это что? Для чего? Ну, сантехнику чистить, ну, например, в туалет заливаете, чтобы там... Антижир. Антижир.
Ну, это для меня, наверное, чтобы я уменьшился в размерах. Антижир специальный такой. Кстати, а сколько минимальное, кстати, средство можно взять его? Ну, у нас по литру продаются, но можно... То есть пипетками не от этого? А у нас бутылочки есть, у нас вот там Ага. внизу открывается шкафчик. Но не в пипетках, да? Не, бутылочки. Литровый, да? Да, литровые. Супер. Так, ну и такой вариант есть еще для тех, кто не хочет заморачиваться с разливным, хочет попробовать. Здесь есть варианты вот уже готовые, да, практически так же стоит. И с прыскалками. Так, а это что такое? Это для кроссовок у нас здесь все. У нас здесь разные щеточки есть. Так что вот, друзья, посмотрим. Мне обещают, во всяком случае говорят, что через 3 дня будет готово. Наверное, да? Не, 100% будет. Ясно, ясно. В чем сложность, друзья? Во-первых, не каждые вещи люди берут. У меня, когда я ходил там в соседям, они когда увидели эту куртку с гигантским количеством вот таких аксессуаров, с сложными молниями, фурнитура, которая вот здесь вот такая, да, мне пришлось ее даже прошивать специальными капроновыми нитками. Практически. Ваша куртка будет все-таки химчисткой. Химчисткой, да? Жестко. Ну, не прям просто. Ну, добавим химии. Ну, то есть без добавления воды будем чистить. Ясно. Но это одежда. Одежду мы сбрасываем. Уходим голыми и приходим голыми в воду. Вот здесь сад камней у нас. У нас тут сад камней. Целый сад камней со всех сторон. Кругом сад камней. Это уже японская тема, друзья. Но про это другой выпуск. Не в этот раз. Да. В дождь, конечно, намного интереснее снимать. Что делать, если вам этот влог понравился, если хотите продолжение? Во-вторых, ответьте в комментариях на вопрос. Как там, помните в советском фильме старом «Великим Ганга» он идет, принесет дождь. Вот видите, джунгли. Если сам сейчас не завалится в этих кустах, не заблудится в этих зарослях. Был сегодня зов воды, друзья, для вас? Или это не зов? Вспомните название ролика. Зов и не зов, зов и не зов, зов и не зов. А с вами был Олег и канал Влог Лайв. Зов воды.